они стали просто белыми, как стена. И, конечно же, у нас всегда в процессе осветления должен участвовать пакетик. Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Жанна. И сегодня у нас с вами будет наша любимая рубрика и моя, и ваша реакция, где мы смотрим неудачное домашнее окрашивание. Я сдаю свои советы и как стоит и как не стоит делать. Ну, конечно же, мы всегда смотрим видео, как не стоит делать. И сегодня у нас с вами будет видео, где девушка решила 3 раза за 24 часа осветлиться на 9% окислителе. И давайте посмотрим, что из этого выйдет. Мы видим девушку с достаточно темной основой, но хочу обратить особое ваше внимание на то, что у нее сделано мелирование. Девочки, если у вас сделано мелирование, то тотальное осветление, тотальное обесцвечивание ваших волос, оно для вас может стать, честно говоря, фатальным. Ну, как бы не то чтобы для вас, но для ваших волос. Она будет использовать какую-то пудру с названием Poison, то есть яд на английском. Честно говоря, я бы побоялась использовать средства с таким названием на свои волосы. И вот у нее какие-то красочки есть, и есть классический шампунь для осветленных волос Fanola No Yellow. Это достаточно популярный шампунь, и я также его рекомендую клиенткам использовать в домашнем уходе, но очень часто американки любят именно тонироваться этим шампунем. Девушка решила, что ей нужно срочно стать блондинкой. Давайте посмотрим на процесс самого осветления. И, естественно, перед началом она все это взяла и замазала кокосовым маслом. Девочки, ну серьезно. Почему вы все используете это кокосовое масло? Я хочу заметить, что у нее достаточно хорошие, классные, густые волосы, но мы уже с вами разбирали тот туториал, откуда, в общем говоря, пошло это все мракобесие в виде кокосового масла перед осветлением. Если вкратце, то это крайне бесполезная вещь, потому что вместо того, чтобы порошку осветлять и работать должное время, безопасное время, там 50-55 минут на ваших волосах, он в это время пытается побороть вот эту вот стену из кокосового масла, и, соответственно, когда уже порошок добирается к вашим волосам, уже подходит конец безопасного времени выдержки, соответственно, вам приходится дольше держать волосы, и практически во всех вот этих вот американских туториалах, да, девчонки, которые мажутся кокосовым маслом, в конце у них волосы отпадают. Нет, отпадают они не только при кокосовом масле, но вкупе с большим процентом окислителя, и кокосовое масло, ну, как раз таки дает такой, скажем так, эффект филировочки. Она первый раз уже нанесла все это на свои волосы. Заметишь, что именно мелированные пряди, они достаточно сильно выделяются. И, конечно же, у нас всегда в процессе осветления должен участвовать пакетик. Ну, куда без пакетика, вы сами понимаете. Она держала это все в районе часа, и вот такой вот результат получился. Смотрите, мелированные пряди, они стали просто белыми, как стена, как и дверь сзади нее, а ее волосы, ну, конечно же, рыжеватые, да, потому что такая темная основа, она не может, в принципе, осветлиться равномерно. Плюс, если у вас есть какие-то светлые пряди не станут еще светлее, если вы все вместе на волосы намажете, а темные не поднимутся именно до того уровня, который, в принципе, способен. И вот так вот выглядят волосы в сухом состоянии. Ну, очевидно же, что они просто вообще прям колом стоят, и им не хватает какого-то увлажнения и, конечно же, тона. Чтобы вы понимали, она идет на раунд 2, то есть это еще раз осветление. И она говорит, что я действительно очень-очень кажусь себе светлой, и вот такой вот цвет получился. Ну да, действительно, основной ее тон стал значительно светлее, но хочу обратить внимание, что у нее сбоку тут есть вот здесь вот, да, возле висков какие-то такие недоосветленные пряди, и она говорит, что вот эти мои осветленные волосики, они уже, честно говоря, ломаются. Девочки, они реально уже покидают ее дурную голову, потому что, ну, если у тебя уже волосы, которые мелированы, они стали настолько белыми, и ты второй раз это наносишь, да, и ты видишь, что второй раз тоже оно не все однотонное, но мне кажется, логичнее было бы остановиться. Но, конечно же, мы не ищем легкие пути. Она говорит, что мои волосы немножко повреждены, и есть немного оранжевого, но я не понимаю, почему ее не смущает то, что у него корни просто полностью не осветлены, да, есть вот эти вот темные участки. В целом, уже после второго осветления, да, это можно затонировать для того, чтобы это смотрелось нормальным, но она решила осветлить вот эти вот темные участки. Как вы понимаете, равномерного осветления, в принципе, после мелирования не будет и не бывает. Но можно это все затонировать каким-нибудь 8 или 9 уровнем, для того, чтобы это все максимально симпатично смотрелось. Она говорит, что я только что помыла свои волосы, и вот, смотрите, у нее просто вот эти белюсенькие прядки, они отпадают, и вот так вот это все выглядит на дневном свету. Ну, смотрится вполне неплохо, я не знаю, может быть, она что-то на них нанесла, но мне уже просто интересно,
терпится посмотреть, как это будет в сухом состоянии смотреться. Она вот затонировалась в такой пепельно-русый оттенок. Мне кажется, этот тон ей идет намного больше, чем блонд. И благодаря тому, что оттенок немножко темнее она взяла, да, то есть она не на 9-м, не на 10-м фоне тонировалась, то смотрится он максимально равномерным, и светлые прядки, которые у нее были, они даже, честно говоря, не выделяются, и смотрится это одной целой. Она говорит о том, что я собираюсь сделать в дальнейшем различные тритменты из кокосового масла для того, чтобы максимально восстановить волосы. Но девушка в целом довольна результатом. Очень часто, очень многие девчонки хотят выйти из мелирования в однотонный какой-то оттенок, и очень многие не понимают того, что для того, чтобы у вас получилось непосредственно вот это мелирование, для того, чтобы мелирование ушло и получился однотонный оттенок, честно говоря, нужно сделать просто титаническую работу. Я периодически делаю такие выходы из мелирования, да, в салоне красоты, и как это обычно происходит. У меня даже есть видео на канале, да, где я выхожу из мелирования, возможно, кому-то это поможет, я обязательно вставлю здесь. И внизу прикреплю ссылочку, да, возможно, вы в домашних условиях сможете это сделать, но основа вообще, да, вот этого процесса выхода из мелирования в какой-то однотонный цвет, она как раз-таки состоит не в том, чтобы намазать всю свою голову и ждать приключений, пока мелированные прядки отпадут, да, и у вас, в общем говоря, останется ваш цвет уже осветленный. Нет, на самом деле суть выхода из мелирования в том, что мы выбираем все это тоненькими слайсиками и выбираем отдельно более темные прядки, и сначала осветляем именно более темные прядки. То есть делаем мелирование, но только наоборот, да, если при стандартном мелировании мы набираем и просто осветляем прядки, да, в каком-то выборочном, хаотичном порядке, то здесь мы выбираем исключительно темные прядки и так по всей голове. Это максимально сложная и кропотливая работа, и она заключается в том, чтобы выбрать максимальное количество темных прядей, и уже на последнем этапе мы оставляем небольшой зазор между корнями, и мы уже осветляем корни. Визуально это может смотреться как однотонный блонд, но очень важно понимать, что прям совсем идеального результата, прям как бы каждую прядочку выбрать невозможно, да, где-то могут, конечно, там остаться какие-то темные волосинки, да, но тем не менее максимально хороший, максимально однотонный эффект это дает. Также еще хочу дать совет, что если вы закрашиваете свое мелирование, пожалуйста, не берите какие-то слишком светлые тонеры, лучше взять красочку потемнее, и когда уже у вас это мелирование начнет срастать, да, здесь вы будете просто осветляться, когда оно уже здесь у вас будет находиться, вы уже можете брать какой-то оттенок посветлее. Я почему это говорю? Потому что очень многие клиенты не считают, что у них однотонный блонд, он должен быть таким же белющим, как и было их мелирование. В целом это можно сделать, но чаще всего из-за того, что у вас волосы очень повреждены, это может смотреться не очень, честно говоря, красиво. Поэтому для закрашивания мелирования все-таки советую брать более теплые, более натуральные оттенки, либо потемнее, вот как у девушки, да, чтобы это смотрелось более симпатично. И следующий еще нюанс при мелировании, чего вообще категорически не стоит делать. Девушке просто повезло, что у нее волосы остались. Ни в коем случае мы полностью не осветляемся, потому что есть такое понятие, как фоновое осветление. Фоновое осветление — это как раз-таки степень осветленности волоса. Если у вас изначально неравномерная основа, да, если у вас изначально совершенно разная основа, там в разрыве в нескольких тонов, как было у девушки, да, изначально у нее там была 5 или 6 основной ее цвет волос, и там на 9 уровне ее осветленные пряди, которые были, да, вообще в самом начале, то каждый раз, как вы будете наносить осветляющий состав, то что беленькое, оно и будет становиться белее, а то, что темное, оно будет потихонечку осветляться. Сколько бы вы раз не осветлились, все равно оно идеально не выровняется. Именно поэтому для выхода из мелирования применяется вот как бы техника, скажем так, обратного мелирования, когда мы просто штопкой выбираем темные пряди и максимально их осветляем. Это достаточно кропотливая работа, и все-таки в домашних условиях я вам не советую это делать. Лучше, конечно же, сходить в салон, либо, ну, на крайнем случае кого-то попросить, но опять же, этот человек должен достаточно быстро и достаточно, знаете, как-то так шустро уметь это все делать для того, чтобы вам помочь в этой ситуации. Хочу еще также отметить, что, конечно же, использование 9% окислителя, оно вообще просто не выдерживает никакой критики. Я неоднократно акцентирую в своих видео на том, что ни в коем случае не нужно использовать такой большой процент. Девочки, практически все задачи по осветлению можно решить на 3, 4, либо максимум 6%. Не нужно сжечь и не нужно брать высокий процент окислителя, думая, что если он повыше, он вас как-то быстрее осветлит. На самом деле быстрее будет происходить скорость реакции осветления, и, возможно, на первый раз у вас действительно получится более светлый результат, да, чем бы взяли 3 либо 6%, но потом высокий процент
процент окислителя с порошком чем опасно? Во-первых, тем, что у вас могут отпасть волосы. Во-вторых, тем, что вы можете запечь пигмент, и он вообще никуда не будет двигаться из-за того, что реакция происходит очень интенсивно, плюс особенно если вы пакетиками, шапочками, еще какой-то лабудой накрываете свои волосы, то такая реакция, она просто не оставляет шансов волосам. Волосы там, честно говоря, варятся и нагреваются. Ни в коем случае мы не используем никакие пакетики, шапочки и прочее, короче, мракобесие, которые предлагают магазины масс-маркета, потому что накрытая голова с большим процентом окислителя, с исцеляющим составом, это просто чревато ожогами кожи головы. И мы неоднократно смотрели у меня на канале, что именно из-за вот этих двух факторов, как шапочка и как накрытие головы, да, волосы у девчонок просто отпадали практически от корня, поэтому прежде чем делать такое, да, я, конечно же, советую вам посмотреть и все мои видео по осветлению. У меня, благо, есть целый плейлист, как можно стать блондинкой и на краске, и на порошке, и, в общем говоря, миллион вариантов по окраскам, поэтому там вы можете найти информацию, либо посмотреть какие-то действительно стоящие туториалы на ютубе, благо у нас сейчас интернет у всех есть, да, потому что по-другому мы бы с вами не встретились, и есть возможность просто осветлиться достаточно грамотно в домашних условиях с помощью профессиональных средств. Здесь можно похвалить только генетику этой девушки и то, что, в принципе, она взяла, использовала профсредства. Но видно в той ситуации, где она просто посушила волосы после первого осветления, видно, что, конечно, волосы очень-очень сухие, и 9% окислитель им точно не понравился и не подошел. Вот такое у нас сегодня было видео. Напишите, девочки, пожалуйста, как вам, понравилось ли вам результат осветления девушки. Мне кажется, что и вполне неплохо, но 9% окислитель явно был лишним. И напишите, делали ли вы когда-либо мелирование, как вы из него выходили, либо же просто взяли и закрасили какой-то более темной краской. Мне будет очень интересно с вами пообщаться в комментариях, потому что у нас в комментариях собраны люди, которые очень любят уход за волосами, которые ухаживают за волосами, следят за ними, поэтому мне всегда с вами классно и круто пообщаться, и если вам нужны какие-то советы по волосам, обязательно спрашивайте в комментариях, либо я отвечу, либо девочки, которые меня смотрят. Всем спасибо за просмотр, поставьте, пожалуйста, лайк, потому что это реально помогает продвигать мои видео, потому что чем больше количество лайков ставят люди, тем чаще видео может показаться в рекомендованных у других людей, и, соответственно, меня больше человек смогут начать смотреть и следить за своими волосами. Всем спасибо, девочки, всех очень сильно люблю, и до скорых встреч, всем пока!